Привет из Нюрнберга. Это очень красивый город, но, к сожалению, при такой погоде не получится ничего поснимать. Придется телепортироваться в отель. Займемся монтажом. Вы только что увидели эффект, который я вас научу создавать с помощью устройства DJI Osmo Mobile модели 1 или 2 и редактора Adobe Premiere. Подобный кадр, где один актер появляется в разных частях кадра, как будто двойник или телепортируется, очень легко снять, если у нас камера статична. И такой кадр очень сложно снять, если камера движется. Камера должна двигаться по одинаковой траектории, с одинаковой скоростью на всех участках траектории, а актер делает разные действия в кадре, и потом мы соединяем это в монтажной программе. Руками добиться точного повторения движения камеры очень сложно, и в этом нам помогает DJI Osmo Mobile. У дронов DJI есть функция запомнить набор точек и двигаться по этой траектории с нужной скоростью. К сожалению, у DJI Osmo Mobile такой функции нету. И мы немножко обманываем устройство, мы пользуемся ее функцией Motion Time Lapse. На DJI Osmo Mobile мы устанавливаем телефон или камеру, которая будет производить видеозапись, и другим телефоном мы подключаемся к DJI Osmo Mobile через стандартное приложение DJI Go. Запускаем функцию Motion Time Lapse, выбираем начальное положение, куда должна смотреть камера, нажимаем кнопочку плюс «Запомнить это положение». Потом поворачиваем камеру во вторую точку так, как нам надо, и добавляем вторую точку. Программа DJI Go позволяет создать до 5 точек положения камеры, но из ограничений по скорости я вам рекомендую ограничиться 2 точками положения камеры, начальной и конечной. Два важных момента, которые надо учесть. К сожалению, в программе DJI Go нет функции запомнить точки положения камеры. Поэтому в каждом последующем дубле мы должны выставлять те же самые точки, которые мы установили в первый раз. Чтобы добиться этого, мы выставляем камеру в первую точку, запоминаем, что видит при этом камера, находим какой-то ориентир, чтобы точно в следующий раз позиционировать камеру точно так же, запоминаем эту точку, переходим в финальную точку, также смотрим, что видит камера, выбираем некоторый ориентир и запоминаем это положение камеры, чтобы потом в следующих дублях в точности восстановить эти положения. Вторая особенность в том, что DJI Osmo Mobile имеет ограничение по скорости. Минимальное время, в течение которого она выполняет переходы между точками, это 1 минута. И для многих кадров для нас это будет слишком медленно. Есть способ, как ускорить этот поворот. Вот, например, мы хотим, чтобы в конце кадра камера была направлена на люстру. Мы поворачиваем DJI Osmo в крайнее правое положение, поворачиваем его так, чтобы камера смотрела на люстру. Далее начинаем поворачивать камеру влево. В моем случае был нужен поворот на 180 градусов. Но я не останавливаюсь на повороте на 180 градусов, не задаю это в качестве начальной точки, а поворачиваю камеру еще дальше в крайнее левое положение. И когда камера повернута в крайнее левое положение, я устанавливаю это положение в качестве начальной точки. Таким образом, прежде чем камера повернется к начальной точке, которую увидит зритель уже в кадре, пройдет секунд 20 или 30. Это время мы на монтаже выкинем. Во время съемки мы используем это время в качестве подготовки. Я снимал один, я запускал эту камеру, и это время мне было нужно, чтобы отойти и приготовиться встать в нужное положение перед камерой. И когда камера уже делает поворот, собственно, от начальной точки съемки до конечной точки съемки, она этот поворот делает в течение, допустим, 30 секунд, что уже в 2 раза быстрее, чем за 1 минуту. Дальнейшее ускорение мы сможем сделать уже в программе Adobe Premiere. Итак, повторим порядок действий при съемке. Мы устанавливаем устройство DJI Osmo Mobile в одну точку и между дублями его никуда не перемещаем. Также все источники света, все объекты, которые попадут в кадр, должны во всех дублях оставаться на своих местах. На устройстве DJI Osmo Mobile мы установили камеру, которая будет снимать, включили ее. Рядом с DJI Osmo Mobile положили телефон, который подключен к DJI Osmo Mobile через приложение DJI Go, запустили функцию Motion Time Lapse, повернули устройство DJI Osmo Mobile в крайнее положение. Запомнили, что видно в кадре, чтобы в следующий раз восстановить это же положение, и задали начальную точку в функции Motion Time Lapse. Потом повернули в финальную точку DJI Osmo Mobile, выровняли камеру по вертикали, как нам нужно, запомнили, что видит камера, чтобы восстановить в следующий раз, и задали вторую точку в программе DJI Go в функции Motion Time Lapse. Значение интервал, который мы устанавливаем, это значение для Motion Time Lapse. Нам таймлэпс совсем не нужен,
поэтому устанавливаем его в максимальное значение 60 секунд. А duration мы устанавливаем в минимально возможное положение, это 1 минута. Нажимаем кнопку «Запись видео» на камере, которая закреплена на DJI Osmo, нажимаем кнопку «Старт» в Motion Timelapse и начинается запись. Выполнив первый дубль, мы устанавливаем все точно так же для второго дубля и выполняем запись следующего дубля. Лучше проверяйте сразу на месте, как прошла запись, чтобы, если что, что-то исправить и повторить на месте. Когда все готово, переходим к программе Adobe Premiere для монтажа. Итак, вот у нас есть 3 клипа. В первом клипе мы видим, как я зашнуровываю ботинки и удаляюсь далее по первому коридору. Другие 2 коридора, как вы видите, пустые. Во втором первый коридор пустой. По второму я приближаюсь, третий коридор пустой, и в третьем, соответственно, первые 2 коридора пустые, и я стою в третьем коридоре. Мы эти все 3 клипа кидаем в Adobe Premiere. Создаем новую секвенс, кидаем все клипы на таймлайн. Отрезаем ненужные в начале. Дальше я хочу, чтобы мои клипы стыковались в тот момент, когда посередине кадра находится вот этот угол между коридорами. Я нахожу момент, где угол точно посередине, обрезаю, делаю это концом первого клипа. Ищу этот момент во втором клипе, делаю этот момент началом второго клипа. Дальше ищу, где мы пересекаем угол второго коридора, соответственно обрезаю до этого момента второй клип. И ищу этот момент в третьем клипе. И обрезаю то, что не нужно в конце. Ускорю клипы в 2 раза. Вот что у нас получилось. Как вы видите, на стыке клипов есть небольшой скачок. Вот этот момент. Потому что камера не точно совпадала, есть небольшое расхождение в положении камеры. Чтобы компенсировать этого, есть 2 способа. Способ номер 1. Мы увеличиваем масштаб всех клипов на 1%. В левом клипе камера смотрит ниже, нам надо его приподнять. В правом клипе надо немножко опустить. Так, изменяя параметры клипа, положение и поворот, мы делаем, чтобы стыки между клипами были гладкими. Какой-то параметр, возможно, придется анимировать. Так мне, например, пришлось анимировать параметр поворот второго клипа, чтобы на стыке с первым клипом был поворот минус 0,1%, и на стыке с третьим клипом не было поворота вообще. Так у нас выглядят эти клипы, собранные вместе первым способом. Теперь о втором способе. Мы перемещаем второй клип на верхнюю дорожку и продолжаем под ним первый клип. Мы хотим сделать вот из этой верхней дорожки видим вот актера. Сделаем это с помощью маски. Мы видим, что положение коридора на верхнем и на нижнем клипе не совпадает. Нам надо изменить параметры верхнего клипа, положение и поворот так, чтобы они совпадали. Все, сейчас примерно есть совпадение. И сейчас в чем заключается второй способ? Мы сделаем так, что верхний клип, он был виден не полностью, а только частично, чтобы была видна его часть со мной. Для этого мы используем маску. Вот здесь в Opacity есть такая кнопочка квадратик или эллипс, или нарисовать маску произвольной формы. Нам сейчас достаточно использовать прямоугольную маску. Вот так мы обводим себя и делаем, чтобы эта маска двигалась в кадре. Для этого мы применяем анимацию. Нажимаем на секундомер. Здесь у нас уже есть положение маски для этого кадра. И мы проходим по разным частям клипа и изменяем положение маски так, чтобы я всегда был внутри маски. Таким образом мы создаем ключевые точки для маски, а во всех промежуточных кадрах форма и положение маски вычисляется автоматически программой Adobe Premiere. Вот в этом кадре мы видим, как четко видна граница маски. Чтобы эта граница маски была менее заметной, мы меняем вот этот параметр Mask Feather. Сейчас она уже размыта. Теперь немножко поработаем над скоростью воспроизведения этого клипа. Объединяем все клипы, делаем операцию Nest. Я хочу ускорить моменты, когда меня нет в кадре, чтобы здесь камера поворачивалась быстрее. Чтобы работать со скоростью, мы нажимаем вот на этот значок правой клавишей, выбираем Time Remapping Speed. Вот эта горизонтальная полоса означает скорость воспроизведения нашего клипа. Сейчас она посередине, это 100%. Находим момент, где я почти исчез из кадра, и делаем первую переходную точку. Ctrl, клик мышкой, создали точку. Переходим чуть дальше, где я почти появился, создаем вторую точку. Ctrl, клик мышкой. Тянем вот эту планочку наверх до 200%.
Теперь то, что у нас слева идет с обычной скоростью, тут происходит в 2 раза быстрее и снова идет с обычной скоростью. Чтобы переход не был таким резким, мы делаем его более плавным. Клик мышкой, растягиваем вот эти границы перехода. Теперь нарастание скорости будет постепенным. Здесь скорость 100%, тут она вырастает до 200. И чтобы еще сделать более плавным, мы поворачиваем вот этот вот регулятор, и мы видим, что график становится еще более плавным. То же самое при снижении скорости. Вот так выглядит скорость воспроизведения клипа после применения этого эффекта. Одна скорость, плавно увеличились, плавно сбросили скорость. С применением этих техник, используя маски, используя изменение скорости, я сделал тот клип, который вы видели в начале. Хороших вам съемок. Если вам понравился материал, который я делаю, пожалуйста, подписывайтесь, поставьте лайки, чтобы я знал, что вам это нравится, и мне стоит делать еще больше таких видео. До скорых встреч. Всегда ваш Илья Синема.